Всем привет! Зовут меня Светлана. Родом я из России. В данный момент проживаю в Майами. Решила с вами поделиться секретом своей домашней кухни, блюд. И поэтому я вообще люблю готовить с детства. И раньше, еще когда я была маленькой, мама спрашивала, а как это готовится, интересовалась, а как вот это готовится. И постепенно начинала готовить. Когда все были на работе либо заняты, я что-то решила приготовить и всех угостить, порадовать. Мне было очень приятно, чтобы сделать всем приятное. Поэтому с детства я любитель готовить. А сегодня хотела бы с вами поделиться рецептом своих любимых домашних булочек. Для этого понадобятся такие ингредиенты, как яйцо, сахар, масло сливочное, молочко, дрожжи, мука, и ванильный сахар. Я ложу ваниль, либо сахар, это на любителя, конечно, кто как хочет, пожелает. Ванилин. Приступаем заводить тесто. Для этого мы берем молочко, дрожжи, сахар, размешаем, чтобы разошлись сахарок, дрожжи. Молочко должно предварительно быть тепленьким обязательно. Для теста, для дрожжей, чтобы тесто хорошо поднялось, было пышненьким и хорошим. Теперь масло сливочное, тоже предварительно растопленное. Маргарин либо масло. Маслица еще вкуснее будет. Булочки будут вкусные. Во рту таять. Сдобные, домашние, вкусненькие. Так размешаем, чтобы все это расходилось. У нас дрожжи. Очень хорошо будет. Так. Яйцо. Все это перемешиваем тщательно. Яйцо, чтобы сейчас все это разойдется. Как говорят, чем больше тесто взбивается, перемешивается, оно тогда будет воздушным. Сейчас. Так, все это мы хорошо размешали. Дрожжи разошлись у нас. Сахарок. Все тепленькое, молочко. Все это оно быстро расходится. Я еще добавляю ваниль, либо ванильный сахар, ванилин для сдобы, сами знаете. Тогда вот такие сдобные, вкусные, ванильные, домашние. Сахар.
Все это опять перемешивается хорошенько. Так. И затем уже в конце, когда это все хорошо разошлось, вот, дрожжи, яйцо, все это перемешано хорошо. Теперь уже в конце мы добавляем муку. Вводим муку постепенно. Это. Почему постепенно? Во-первых, понятно, что это комки, они все разойдутся еще вмешивать, когда тесто вымешивается. А вообще, чтобы муку, тесто когда заводишь, добавляешь муку. Во-первых, мука, я тесто делаю не сильно крутым. А почему? Потому что они будут, булочки воздушные, понимаете? Эти все рецепты от мам, от наших, от бабушек. Мам. Мы на этом выросли. Вот. Каждая хозяйка делает по-своему, это уже естественно. И каждая уже знает, как можно где-то добавить, где-то... Ну, это уже в процессе, конечно, технологическом, но это вообще... Приготовление, это вообще, конечно, это все от души идет. И как у тебя настроение будет, как ты относишься к этому блюду, приготовлению пищи, к какому блюду, так оно тебе получается. С душой, сделать всем приятное, порадовать всех. Поэтому всю душу вкладывают повара. Почему? Всегда от повара зависит, как вот душу вложит, такое блюдо и будет вкусное. Поэтому это все от души идет. Вот. Делать вот что, чему ручки приложишь свои, тому и как приготовишь, так и порадуешься. Вкусно. Да. Вот. Ну, все это хорошенечко вымешиваем. Сейчас мы уже... Так. Далее у нас процесс пойдет вымешивания теста. Вот. Уже начинает мука расходиться. Тесто начинает густеть. Вот оно. Видите, какое сдобное, вкусно. Ой, пахнет. Обалдеть. Вкусно. Очень будут булочки. Очень вкусные. Во рту тает. Прелесть. Ой. Так. Далее, как настоящий повар. Все это, ну, это как бы, ну, уже сбиваю, это я уже сама. Так, конечно. Далее пойдет вымешиваться все руками. Повар настоящий, конечно, все руками делает. Я считаю, все равно ручки золотые надо приложить к блюду обязательно. Это просто уже начало. Потом будет вымешиваться. Далее. Хорошие. Затем, как мы только все это, ингредиенты все смешали, все ввели, тесто у нас уже полуготовое, единственно. К процессу вымешивания теста. Хорошо, начинаем его вымешивать. Вот.
Я завожу тесто, но не сильно муки много ложу, чтобы не было оно крутым, чтобы булочки были мягкие, как нас мама учили. Мамы, бабушки, чтобы мягкие, воздушные, таяли во рту. Поэтому маленько будет прилипать, ничего страшного, это тесто. Это так и должно быть. Вот. Такое становится оно у нас красивенькое. Да. Вот, тщательно. Вот так. Это как вымешивается прекрасно. Даже вспоминаю, как у меня мама на хлебозаводе работала. Любила ходить в процесс технологический смотреть. Была еще небольшая, маленькая, в школе училась. И как вот это булочки, тесто, тестомесы были. О, там дежа. Раньше еще было. Тут уже сам очень процесс этот вот увлекательный был. Посмотреть, интересно все это было. Самой поучаствовать хотелось все в процессе. О. А когда своими руками все это сделаешь, приятно как становится. Своим любимым, родным, друзьям и всем. Вот. Сделать приятное, угостить своими вкусными блюдами, испеченными самой руками. Каждой хозяйке хочется, естественно. Каждый хочет сделать приятное своим любимым и родным и знакомым. Вот. Поэтому так, уже тесто почти хорошо вымешано, потому что уже начинается оно, вы сами поймете, оно начинается, видите, каким становиться, набухает мука клейковина, и уже начинается вот оно даже не прилипает к рукам, уже все, оно уже, вы почувствуете сами, вот. Оно уже начинает вот от рук отставать. Вот, поэтому уже можно уже подумать, что уже чуть-чуть и тесто уже хорошо вымешанное. Все. Процесс недолгий, все равно это делается недолго, с душой. Можно с песенками, с музычкой, с песенками. Поэтому это недолго. Зато как оно будет потом. Приятно. И душе, и всем. Все. Тесто у нас вымешано хорошо. Теперь мы его аккуратненько вот так вот делаем. Вот. Видите, как получается. Какое хорошенькое. А? Тесто. Так, далее. И, конечно, обязательно я делаю вот так немного, чтобы тесто корочкой потом не покрылось, правильно? Мы его. Для этого нам понадобится чуть-чуть маслица подсолнечного, растительного. Вот так мы смазываем верхушку нашего теста, поверхность.
Чтобы не покрылось, оно у нас корочкой не взялось. Ну, немножко масла, много не надо, лишь бы чуть-чуть вот эластично. Просто вот смазали. Все. Вот, много тоже нельзя, потому что оно подниматься тесто нужно, оно будет хорошенько подниматься, чтобы оно маслом не надо заливать, чтобы оно поднималось хорошо. Все. И вот, все мы это сделали, смазали маслицем. Далее что сделаем? Ставим в теплое место, чтобы оно растаивалось и поднималось. Накрываем. Накрываю я его, естественно, чем? Полотенчиком. Пожалуйста. Вот. Раз. И все. Тесто у нас стоит, растаивается для подъема. Все. Теперь, когда у нас тесто, посмотрите, какое шикарное, пышное, поднялось. Ой, прекрасно, прям просто дотрагиваться аж. Такое прям воздушное, прекрасное тесто. Вот. Мы его должны опустить. Вот. Даже, не хочется рушить такую красоту. Но это, тем не менее, необходимо для него же. Для сдобы, чтобы оно разошлось хорошо, было полезным для здоровья. Чем больше оно расстояно, тесто, булочки, тем они будут вкусными и для здоровья полезными. Почему раньше вот это все было полезно? Это же способы, несколько способов, правильно? Опарное опускается тесто, поднятие, должно тесто расходиться, дружи. Все, мы его опустили до такого состояния, оно у нас упало. Все, мы его оставляем в этом положении. И теперь оно у нас должно еще раз подняться, приобрести форму шара на чашечку, поднимется. Подождем еще. Поделаем пока свои дела. Чем хочешь, тем занимайся, кто хочет, занимается. Накрываем его и оставляем еще в тепле, чтобы тепленько было. Чтобы оно разошлось, поднялось до состояния такого, в котором оно первоначально у нас было. Вот. Немножко подождем. Так, теперь приступаем к самому главному. Смотрите, какое тесто у нас получилось шикарное, красивое. Оно уже поднялось у нас до прежнего уровня, какое было изначально. Теперь мы приступаем к формованию булочек. Значит, формуем. Для этого мы... Так, первоначально, значит, я смазываю лист маслом, противень печки. Так, смазываю его и досточку, чтобы тесто не прилипало к доске, чтобы удобно было, чтобы оно не прилипало и удобно будет формировать. Формовать. Так, берем тесто, вот так вот его беру. Можно булочки выпекать и с изюмом, с разными, с повидлом, и с маком, как душе угодно, чем пожелает.
Поэтому с любимыми начинками. Сегодня я буду печь обычные, просто с пудрой, просто сдобные булочки, без всякой начиночки. Так, формую их. Хорошее тесто, шикарно. Я вот так обычно, можете как угодно. Я вот так шарики сначала формую, режу на кусочки, потом можно так шариками сделать. Так. Далее легко и просто, любыми формами, кто какие пожелает. Обычно вот такими делаю, как мама учила. Показывала, такие делаем. Домашние, свои. Как душе угодно. Какие хочешь формы. Так, раскатываю, маленько так делаю вареничком. Просто защипляю. Так. Просто так вот. Раз. Форму придаю в виде там цветочка, лепесточка. Кто как хочет. Любую форму можете. Так, и выкладываю на противень. Так. И так. Следующим образом то же самое со следующими проделываем. Так. Вот. Только ложить, конечно, их надо маленько подальше, потому что они же еще у нас на расстойке будут, разойдутся, поднимутся еще. Тесто хорошее. Ой, хорошее тесто. Что значит с душой? Почему говорят, каждая хозяйка, каждый человек готовит когда с душой, и он всегда, у него получается великолепно, правильно? Да все, что не берется человек за что. Когда все делает человек с душой, и все у него получается. Все от сердца, от души зависит. Так как же чувство. Так, все. Вот так. Быстро. Противень. Выкладываем. И так далее. Следующим образом другой шарик свой. Раз. Полуфабрикат. Видели? Цветочка у нас будет. Цветочек. Лепесточек. О! Цветочек. Так, чтобы порадовать всех любимых и родных своих, и друзей, и знакомых, и людей хороших. О! Все. Вот так. Это практически, конечно, это процесс такой не самый быстрый, но главное, что хочу сказать, что самое главное, булочки свои, полезные, все равно процесс такой прошли технологический, выстойку, оно же, как оно, все делается не быстро, но зато полезно. Когда
Вот. Уже должно все пройти. Поэтому пройти обязательно процесс. Не быстрый. Так? Ну, сделаем еще. Можно, конечно, подкатывать лепешечкой. Можно и так. Раз, по-быстренькому. Чик, все. Уложили. Так, значит, на противень выложили мы эти полуфабрикаты, свои булочки. Так, на листик, значит, уложили. И теперь их нам необходимо поставить в духовке поближе, чтобы для расстойки, чтобы они еще поднялись хорошо, прежде чем пошли печь. Вот наши вкусные, сдобные булочки. Когда они уже у нас из печи готовые, достали мы их. Когда они уже приготовились, все из печи мы их достали. Я их ставлю. Мы их обязательно маслицем. Маслицем я их смазываю, чтобы корочка была румяная, они блестели, красивые были. Вот. Так вот смазываю. Вот. Придаем им красивую форму, блеска, красоты. Ну и, конечно, и вкусности добавляем. Еще вкуснее будет. Кашу маслом не испортишь. Как и остальное, как говорится в народе. Вот. Какие наши красивые булочки. Вот мы все их смазываем. Так. Смазываю. И красивые, румяные, пышные. Ух! Всем на радость, на удивление, на вкусность, чтобы вкусненькие всем. Сделать приятное. Вот. Все. Все. Пожалуйста, смотрите, какие красивые, румяные, вкусные, сдобные булочки. И теперь я их еще вот так вот пудрой посыпаю. Вот, какую красоту я делаю. О, и вкуснятина. Будет вкусно очень. Красиво, вкусно. И душе приятно. Вот так. Вот так. По возможности. Как хотите, сколько вам вашей душе угодно, можно пудрочкой посыпать. Вот так. Все. Булочки у нас уже приготовленные, готовые, ждут своего часа, чаепития. Вот, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, шлите комментарии, отзывы, делитесь своими впечатлениями, делитесь своими рецептами приготовления блюд. И что хочу сказать, приходите в гости к чаю. Приятного вам аппетита! Счастливо! Пока! Ставь. Да.